Итак, дорогие зрители нашего канала, здравствуйте! В этом выпуске я вас познакомлю с новинкой, которая сейчас попала мне в руки. Я ее сегодня буквально приобрел и сейчас вам покажу. Это сборная модель танка Т-10М, который выпускает Трумпитер в 72 масштабе, артикул 07-154. Вот такая коробка. На коробке показана собранная модель в 72 масштабе. Раньше они показывали в 35-м почему-то. При этом говорили, что на коробках в 72-м были модели в 35-м. Вот. Тут какая-то реклама, но мне нужна. Интересно. Значит, инструкция. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 пакетов с литниками. Ну, давайте, собственно, наверное, как обычно это делается, как обычно я это делаю, начнем с инструкции. Для того, чтобы потом понять, что же все-таки мы с вами будем рассматривать. Инструкция выполнена в виде книжки. Детали набора. Ну и пошла сборка. Модель упрощенная, как и многие модели Трумпетера, которые он стал делать последние 2-3 года. То есть это ходовая единой деталью, гусеницы соответственно, с передними катками. Корпус ну и вот пошла башня. И варианты окраски. Краски даны 6 производителей. Но тут все достаточно просто. Танк был одноцветным, поэтому никаких тут особых сюрпризов нет. Значит, в первом литнике, то есть первый пакетик содержит корпус. Да, что я еще сразу скажу. В этом видео я вам просто покажу модель. Покажу ее близко, со всех сторон, то есть все детали. Не буду сравнивать ее с фотографиями. Просто мы с вами посмотрим, что же такое. Вкладывать в какие-то чертежи, хотя я их распечатал. Тем не менее, просто сейчас пока смотрим, что же такое нам производитель здесь дает. Вот так вот даже надпись какая-то внутри. Да. Так. И как это выглядит? Возможно, я надеюсь, что через некоторое время... Так, здесь вообще какой-то сюрприз. Интересно, что же там такое в этом пакетике лежит. Через какое-то время, возможно, я постараюсь изучить этот танк поподробнее и сравнить модель уже непосредственно с чертежами, с фотографиями. Также фотографии я размещу это видео на форумах. И, возможно, коллеги, которые хорошо разбираются в этом танке, они подскажут, что же тут, собственно, надо по-хорошему сделать, чтобы модель была более копийна. Потому что все-таки Трумпетер упрощает ее несколько. Видим, да, что балансиры отлиты вместе с днищем. Кстати, сделано, на мой взгляд, очень неплохо. Научились же так китайцы лить. Здорово. Не знаю, насколько копийно. Вот сейчас не понимаю этого, но вот поражает именно литье
что они как-то хитрые, я не знаю, сколько форму, которая, видимо, многоразъемная, в которой все это отливалось. Вот. Все это тут льют в очень интересных формах. Благодаря этому появляются такие интересные детали, которые раньше, в общем, даже помыслить о таком было нельзя. Вот большая литниковая плата с номером G. То есть тут и различные ящики ZIP, дымовые гранаты. Вот сейчас я их показываю. И какие-то еще детали подвески. В общем, то, что мы называем мелочевка. Вот. Очень хорошо, что, видите, вот, допустим, на, по-моему, ИС-2 или ИС-4 вот эта деталь, она была прямо на корпусе. А здесь они все-таки ее отдельно дали, это достаточно хорошо. Это крепление орудия по походному. Вот. Ну, так, пока вполне себе неплохо, как мне кажется. Но это, опять же, это визуальное ощущение, еще совершенно не связанное ни с фотографиями, ни с чертежами. Вот, надо, конечно же, посмотреть и то, и другое, и тогда будет что-то понятно, что же такое все-таки нам предлагают. Тут стоит очень важную вещь отметить. Я вскользь, буквально вскользь, там 5-10 минут посмотрел в интернете информацию по Т10М, именно модификации. И что меня немного, так сказать, поразило, это то, что, оказывается, выпускал ее два завода, то есть Челябинский и Кировский завод в Ленинграде. То есть два завода. При этом, значит, завод в Ленинграде производил несколько иную модификацию этого танка, чем завод в Челябинске. То есть в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, извините, это был объект 272, и он назывался Т10М. А в Челябинске это был объект 734, и он тоже назывался Т10М. При этом оба были поставлены на вооружение, оба назывались одинаково, но они немного отличались друг от друга, как оказывается. И поэтому необходимо будет разобраться все-таки, что же Трампетр такое нам предлагает. Челябинский вариант или ленинградский. Вот, то есть каких черт в этой модели больше, какой машины. Вот, и будем смотреть потом и понимать. Ну, если у вас какие-то соображения будут, то есть я вот достаточно детально показываю все сейчас, будут соображения какие-то по этому поводу, конечно, пишите в комментариях, обязательно обращу на это внимание. Возможно, да, кстати, смотрите, ствол, да, сделан. Да, так вот, основной особенностью вот этой модернизации была замена орудия. То есть раньше на этом танке было орудие как на ИС-2, значит, потом его заменили на другое орудие, более совершенное, но у него даже дульный тормоз был другой. Так вот, что мне понравилось, что смотрите, как здорово отлит дульный тормоз. То есть нормальные прорези, они без облоя, если я правильно вижу. Вот здесь даже дырочка, значит, ну, мало того, что в стволе есть отверстие, так, собственно, еще и вот так вот все шикарно, как по мне, сделано. Вот, опять же, я говорю, не знаю, что с геометрией. Возможно, ее надо будет править там. Конечно же, у них
какие-то вещи упрощены. Ну вот, допустим, да, такие вот ушки, непонятно. То есть, либо это крюки, либо надо здесь отверстие просверлить. То есть, скорее всего, это, значит, это для, как это, рымы, да, для зацепления. Ну, когда башню снимали или устанавливали на танк, то, соответственно, для такелажных работ их делали, да. Ну, там нет ответственности, но это мелочи, все это можно сделать. Важно, чтобы основные все детали были более-менее хороши. Ну, даже, знаете, наверное, все-таки не поленюсь. Ну, так вскользь в конце ролика вам покажу. У меня есть распечатанные два чертежика. Один по Ленинградке, другой по Челябинску. И, ну, они не в масштабе распечатаны, но хотя бы мы так примерно прикинем по корпусу, по башне, что к чему. Да, и вот с ДШК на КПВТ пулеметик поменяли. И вот здесь появился такой литничек с этим пулеметом. Ну, не скажу, что я в нем сильно разбираюсь, но, в общем-то, то, что вижу, вполне даже очень ничего. Так, ну и гуси. Что скажу сразу про гусеницы, вот сделанные единым вот таким блоком. Меня, если честно, ну прям очень сильно бесило то, что в более ранних машинах, что внутренняя поверхность не имела никакого рельефа. И вот они, паразиты, все-таки так и сделали. Я надеялся, я посмотрел инструкцию, да, сейчас. Там в инструкции были вот здесь прорези внутри. То есть рельеф был обозначен. Но чтобы далеко не ходить, ну вот, смотрите, да. Вот, видите, да, вот он здесь сделан. Такой красивенький, прям замечательный. И вновь опять его здесь нет. Вот, возможно, они льют вот такие чудесные вещи. Если посмотреть на нижнюю часть корпуса, да, почему не пролить изнутри тогда, раз вы такие молодцы, научились так делать, хорошо все, да, но почему вот такие-то упрощения нафига не нужны? То есть гусянку придется, значит, менять, потому что прорезать это все вот такими витиеватыми штуками, ну, даже здесь, посмотрите, то есть, ну, как бы делать вот эти прорезы, имитировать, да, скрайбером, но это та еще задача. Поэтому гусянку придется менять, но есть вроде как гусеницы выпускала их московская фирма Лансер, и у меня даже есть. И, соответственно, будем это дело менять. Но что касается катков, тоже они же делали и катки. Поэтому даже если здесь это все накосячено, мы это все выбросим и заменим при сборке на хорошие, качественные и гусеницы, и катки. Ну, вообще обидно, конечно, очень бы хотелось наконец-то увидеть. Ну, черт с ним, пусть они вот так вот одной деталью, но хотя бы, чтобы здесь прорези были внутри. Разочарован, очень надеялся на это. Когда-нибудь они, возможно, это сделают, но, в принципе, все советские танки послевоенные уже практически выпущены, кроме объектов каких-то, и в пластике я имею в виду. И, соответственно, даже если они потом что-то и выпустят, это будет уже явно не серийное что-то. Теперь посмотрим декаль. Она вот такая. Ну и согласно инструкции, ну не знаю, что она там означает. Вот это явно танки, которые участвовали в событиях в Чехословакии. Вот. И на них, соответственно, идут вот такие вот ромбы. Вот. Ну, это просто какая-то гвардейская танковая, видимо, дивизия. Это просто строевой, наверное, танк с номером 202. Не знаю, надо смотреть фото. Ну, вот как-то так. Теперь, как и обещал, значит, что у меня распечатано.
Вот это у нас Ленинградский Кировский завод. Ну, вот такой, даже не чертеж, это, скажем, виды, да? Ну, давайте посмотрим. Но здесь, опять же, надо понимать, что нет навесного оборудования, там ящиков ZIP и так далее. Так. Ну вот если вот это сравнивать с вот этим, да, то здесь вот они вот так вот есть, а третьего нет. Здесь вообще один. Здесь их два. И он, ну да, как-то вот не очень это понятно пока. Вот этот лючок. Вот этот лючок. Я тут тоже как-то не вижу. Что-то здесь. Вот я его не вижу. Еще нет. Раз, два, три, четыре. Пропуск здесь. Здесь тоже такой большой. Здесь маленький. Но здесь это все воспроизведено. То есть боковые ящики воспроизведены. Ну, по задней части вообще что-то сложно сказать. Но явно вот эта часть, она отличается от того, что они дали. Ну, это мелочь, конечно. Это можно, в принципе, при желании срезать и все это. Вот эти горловины чего-то там, не знаю, масло, может быть, давали и так далее. Все можно переделать. Это не страшно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Вот тоже, да. Смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, здесь вот такой маленький есть, да. Раз, два, три, четыре. Блин, здесь четыре. Что здесь не то. Так, хорошо. Вот это Челябинск. Вот это Челябинск. Ну, тут тоже вот здесь вот этих на крыльях 5 таких выемок. Здесь у них почему-то их 4. То есть ни у Челябинска, ни у Питера с китайскими не совпадает. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот эти вот совпадают. Вот здесь, то есть передние крылья, их надо переделывать. Что у нас тогда с задницей? Тоже раз, два, а здесь как-то вообще смещено. Вот эта часть, видите, здесь какая-то решеточка, петли. Здесь нет ни решеточки, ни петель. Здесь лючок, он другого размера, нежели ленинградский, если верить чертежам. Здесь тоже этого нет. Вот эта часть у Челябинска 58 года вот такая форма. У ленинградской больше прямые углы. И здесь больше прямые углы. Но что меня смущает? Вот посмотрите, вот здесь вот расстояние большое, а здесь маленькое. Здесь тоже большое, здесь маленькое. И здесь видно оно большое. Причем здесь как-то вот даже вот какая-то немножко другая конфигурация. Здесь маленькая. То есть здесь должно быть 3 заклепки или 2 хотя бы. Вот 2 заклепки. И здесь 2 заклепки. Здесь 2 есть, а здесь 1. То есть к чему я клоню? Что вот эта часть задняя, я уже сразу вижу на модели, она
воспроизведена неверно. Ни в челябинском варианте, ни в ленинградском варианте она не такая. Следовательно, что-то с этим надо делать. Вот где они нагрешили, непонятно. Вот. Ну, задняя часть тут совершенно непонятна мне, потому что все в дырках, как говорится, и черт поймешь. Ну, давайте заклепки посчитаем, что ли. Раз, болты. 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, черт знает, здесь еще такой какой-то маленький. Что-то тоже не совсем то. Ну вот здесь накладка. Здесь она немножко другая. Да, как-то немножко сгрустнулось слегка. Так, теперь что касается башни. Ну так, тоже это пока какие-то прикидки. Очень-очень простые прикидки. Это есть. Это есть. Но видите, какой вырез? Здесь его нет, он просто ровный. Здесь, на этом чертеже, видите, здесь тоже просто прямоугольная, а здесь со срезом. Здесь просто прямоугольник. А здесь вообще какой-то вот такой вот очень хитрый. То есть в любом случае, опять же, при любом раскладе, вот эта накладка сверху, она неправильная. Так, вот эта часть, она здесь отсутствует совсем. Здесь тоже отсутствует, ее просто нет. Ее, по идее, наверное, тогда надо срезать. Но это надо фотки смотреть, я не знаю. Так, антенна есть, это есть, это есть. И причем, смотрите, вот здесь прибор как бы стоит вот в этой дуге. Так же, как вот здесь, на челябинском чертеже. В ленинградской машине он вышел за вот эту дугу. Следовательно, все-таки, наверное, может быть, ориентируясь на Челябинск. В башне, по крайней мере. Так. Ну, что касается вот этой детали, черт его тоже непонятно. Ствол. Что теперь по стволу? Ну вот смотрите, да, вот. Ну просто сравните вот это и вот это. То есть здесь просто ровная такая колбаса, а здесь он вот такой вот вырезанный. А здесь просто ровная часть. Здесь, опять же, выступает такой ободок. Здесь его нет вообще. Эта часть слишком длинная, должна быть короткой. Вот инжектор, ну как-то, ну тоже длинноват, как мне кажется, если в масштабе пересмотреть. То есть эта часть однозначно длиннее, чем должна быть. Вот эта часть тоже длиннее. Ну, по остальному не знаю. Ой, ядрен батон. Так, ну как-то так. В общем, короче, сходу китайцы опять накосячили. Ну, не хочу сказать, что там прям ничего такого гигантского нету, да, что там прям пипец надо переделать, но да, вот еще смотрите тоже. Ну это на низ идет. Окей, давайте наденем вверх на низ. Пробуем. Как-то тут не понимаю, да. Угу. Ну, да, вот здесь вот такие уголки с заклепками, но это можно, да, легко достаточно воспроизвести. Вот эти вещи какие-то более-менее сделаны. Здесь понятно. Люк я пока вообще не вижу. Это надо рассматривать фото.
Ну, блин, не знаю. Хорошо, теперь давайте вот это и вот это сравним. Как-то так. Даже чушь тут. Надо вначале было надеть, видимо. Ну, еще раз повторяю, то есть тут, конечно, надо больше времени уделить изучению прототипа и все такое, потому что сейчас это все, как говорится, беглый взгляд, да, ну, тем не менее, ну, вот сравниваем. Здесь есть отверстие в поддерживающих катках, у них его нет. Видите? То есть поддерживающие катки нужно будет просверлить отверстие. Надо смотреть, как они вообще живьем выглядели на танке. Но, скорее всего, их надо будет немного тоже как-то менять, переделывать или что-то в этом роде. Ну, в общем, как-то так. Ну что, ладно, друзья, на этом я буду заканчивать этот обзор. Он уже длится достаточно давно, долго, 27 минут. Вот. В общем, как мы с вами убедились, в очередной раз, значит, фирма Трумпетер маленько накосячила в нашем масштабе. Скорее всего, я так понимаю, что с корпусом будут вопросы, с башней тоже будут некоторые вопросы. Мы не изучали еще геометрию, но уже понятно, что вот с задней частью что-то не так. Передние крылья однозначно надо будет менять, переделывать. Ну и естественно, как это обычно бывает, еще куча всего по мелочи, то есть что-то еще всплывет. Надеюсь, что с этой заготовки можно будет все-таки сделать из этой заготовки модель. Мы с вами их много увидим, скорее всего, поскольку модель общедоступна. Многие моделисты ее соберут, я тоже буду ее собирать, ну, правда, не знаю пока когда. Явно не в этом уже году, он уже заканчивается. Возможно, в следующем или через год. Значит, еще раз хочу подрезюмировать, что у орудие тоже, скорее всего, в помойку, потому что оно неверное. То есть инжектор неверной формы, хотя красивый, зараза, но придется его переделывать, что-то придумывать. Вот. Ну и наверняка еще по мелочи всплывает. Ну вот такой вот первый беглый взгляд на эту модель. Значит, очень хотелось бы, чтобы все-таки фирма Трумпетер наконец-то все-таки чуть больше усилий прилагала к 72 масштабу, чуть более делала копийные модели. Ну, а по результату изучения я еще потом сниму отдельный ролик и вам там уже с картиночками и так далее, наверное, расскажу. Но это будет позже гораздо. Что тут вообще еще, так сказать, надо будет переделывать, менять и так далее. Ну, либо читайте профильные форумы, где это выскажут другие моделисты. На этом я с вами прощаюсь. С вами был SkillFan. До новых встреч, новых видеороликов. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, высказывайте свое мнение. Будет еще много интересных роликов. До свидания.